Приветствую! В этом видео я расскажу об очень бюджетной кассете Victor RZ90 1996 года. Согласно одному интернет-источнику, ссылку на который я размещу в описании, аудиокассета Victor RZ90 изготовлена китайской компанией Forward. Я приобрел ее в пользованном состоянии в 2022 году за чуть менее $1,5 США. Это единственная модель компакт-кассеты под брендом, используемым для внутреннего рынка Японии, с лентой первого типа, производившейся после 1994 года. Кассеты Victor с лентами второго и четвертого типов к тому времени уже не выпускались. А вообще, компакт-кассеты для Victor Company of Japan, сокращенно GVC, изготавливали опять же японские предприятия Denon TDK Fuji и южнокорейские Gold Star Seihan. В моей коллекции всего 5 экземпляров этой компании. GVC F160 Dynarec 1988 года. Далее кассеты 1990 года. GVC G190 производства Seihan. GVC F1S90 производства опять же китайского Forward. Эта же модель, но изготовлена швейцарским предприятием ICM и комплектующейся лентой, вероятно, BASF. Цветом на нее, во всяком случае, очень похоже. И сегодняшняя героиня для внутреннего японского рынка. Конкретно модель Victor RZ появилась на рынке с 1989 года, когда слушатели уже активно тестировали цифровые носители. С 1991 года модель позиционируется производителем как универсальная для записи любой музыки и речи, а расшифровка аббревиатуры RZ не приводится. В 1992 году компания GVC выпустила на мировые рынки последние модели компакт-кассет G1, AF1, AF2, AF2S и XF4, оставаясь до 2005 года только на рынке Японии под брендом Victor с кассетой RZ. Если обратиться к такой же запечатанной кассете, то на тыльной стороне ее обертки в четвертой строке таблицы внизу указана страна-производитель Китай. Вот такой прозрачный футляр формата Slim используется с кассетами, выпущенными для рынка Японии. У него обе части равноразмерные. Грани закругленные и в нем Y-подобные стопперы. В комплекте листок с 4 наклейками, у меня осталась только одна. На его обратной стороне иероглифами напечатаны меры предосторожности, правила пользования кассетой и контакты предприятия. В футляр вложен L-образный бесцветный вкладыш из тонкой лощеной бумаги. Кассета-стекляшка имеет корпус из прозрачного хрупкого пластика. Он разборный. Хрупкость пластика доказывают две образовавшиеся со временем трещинки вокруг отверстий, на которые надеты изнутри катушки с лентой. По периметру корпуса и даже на выступающей трапеции кассеты имеется узкая рамка в очень тонкий рубчик. В окне 9 высоких тонких линий разметки. В отличие от подобной кассеты 1990 года, на корпусе этой под окном уже не белой, а золотистой краской прорисованный логотип фирмы Victor. Это пес по кличке Ниппер, слушающий граммофон, имя бренда, тип используемой ленты, ее модель и литера стороны внутри прямоугольника. Через 4 года у данной модели RZ текст будет нанесен другим цветом и в других местах, а футляр, раскраска вкладыша и стикер останутся без особых изменений. С торцевой стороны блокираторы записи уже выломаны, есть штамп серийного номера 5177R9. Такие катушки я путаю с катушками в кассетах Коника, но они, конечно же, другие. Внутри прозрачные антифрикционные прокладки. Все выглядит очень скромно и дешево. Ее близняшка-кассета GVC F1S90 1990 года с лентой первого типа среднего уровня в линейке моделей этого года точно в таком же корпусе. Я купил ее в середине 1990-х в моем городе. Отличия в комплектации имеются, но они незначительные. То есть на протяжении всех 1990-х годов китайцы штамповали такие кассеты для GVC. В отзывах на кассету Victor RZ имеются жалобы на скрип спустя время и липкость ленты. У моих двух моделей такого не замечено. Снизу имеется металлический экран и большая квадратная подушка. Кассета комплектуется лентой из оксида железа. У нее слегка молочный раккорд. Лента имеет темно-коричневый цвет.
Ее оттенок совсем немного светлее ленты F1S 1990 года. Изготовители обеих лент мне неизвестны, и в интернете я про них ничего не нашел. В этом году я решил протестировать ленты на максимальный уровень записи, который я могу установить на кассетные деки, и при котором бы не наблюдались искажения записываемых сигналов. Конечно же, удобнее программно на компьютере снять амплитудо-частотную характеристику этой ленты и продемонстрировать ее в видео. Но в данный момент я не имею такую возможность. Поэтому, воспользовавшись осциллографом со встроенным генератором, подаю на вход сигнал частотой 315 Гц с уровнем плюс 3 дБ. Запись. На ленте уровень сигнала 0 дБ. Теперь я калибрую тракт записи кассетной деки Pioneer CT777 под неизвестную мне ленту. Происходит автоматическая калибровка по трем опорным частотам от встроенного в магнитофон генератора 400 Гц, 3 и 15 кГц. Готово. Теперь снова запись. В результате на ленте уровень записанного сигнала частотой 315 Гц выровнялся с сигналом источника. Напомню, что согласно спецификации, диапазон воспроизводимых частот с ленты первого типа для деки Pioneer CT777 от 15 Гц до 21 кГц, поэтому я тестировал ленту в этих пределах. В реальности у моего экземпляра равномерность ЧХ наблюдается от 50 Гц и до конца диапазона. В результате моих измерений получил достаточно ровное АЧХ этой ленты. Она имеет высокую отдачу в диапазоне от 33 Гц до 7 кГц. При этом максимальный уровень до наступления искажений для частоты 315 Гц составляет плюс 7 дБ по шкале этого индикатора. Соответственно, для шкалы в 250 нановебер на метр это значение будет около плюс 4 дБ. Далее на частоте 12 кГц наблюдаю спад сигнала аж до минус 8 дБ. Затем подъем и выравнивание уровня на значение 0 дБ от 18 кГц и до конца тестируемого диапазона. Таким образом, на этой ленте глубоко звучит бас, ровно средние частоты и высокие до 10 кГц. Самый верх диапазона подъедается. Такой результат я получил на ленте, многократно записанной и пользованной на многих ЛПМ. Теперь запись музыкального фрагмента на кассету Victor RZ90 1996 года. Так звучит источник. Это запись ленты.
Как и показала измеренная АЧХ, эта запись имеет глубокие низкие частоты и ровные средние с завалом на самом пике высоких. Возможно, поэтому производитель называет эту ленту универсальной для записи речи и музыки. Шумы ленты, конечно же, присутствуют, и на индикаторе наблюдал разбаланс, потому что лента хорошо пользованная. Так получилось, что все записи, сделанные на кассетах компании GVC, но изготовленные на разных предприятиях, мне нравятся по качеству. Нет такой кассеты, которая бы меня раздражала звучанием, и хотелось бы от нее избавиться. Все гуд даже спустя многие десятилетия. В кассетах 1990-х корпус хрупкий, трещит, но как-то странно не ломается. Лента не деградирует. И китайская кассета вполне рабочий экземпляр с обычными характеристиками. Я бы рекомендовал ее для кассетных плееров, переносных магнитофонов и магнитол. Благодарю вас за оценку этого видео и подписку на канал. Скоро увидимся снова. Пока.